Вольф Мессинг – человек, который видел завтра, как предсказания гипнотизера изменили историю. Люди теряли сознание от его гипнотического взгляда, но самое важное его пророчество о братоубийственной боли и о том, как один народ забудет, кто он есть – Россия и Украина. Это предсказание не печатали, не цитировали, о нем не говорили на телевидении, его просто боялись. Перед смертью Мессинг передал его своему близкому другу и писателю Семену Когану. Он сказал: «Передай, но только тогда, когда люди будут готовы услышать. Сегодня, похоже, тот день настал». Кто такой Вольф Мессинг? Человек вне времени. Родившийся в 1899 году в еврейской семье в Польше, Мессинг с детства ощущал, что с ним что-то не так, или наоборот, так как с другими не бывает. Он предугадывал слова взрослых, чувствовал эмоции за сотни километров. Его даже принимали за сумасшедшего. В 11 лет он сбежал из дома. В кармане у него был кусочек хлеба и безумная решимость. Уникальные способности быстро сделали его известным по всей Европе. Он выступал в театрах, демонстрируя гипноз, телепатию и предсказания. Но все изменения после того, как он публично заявил: «Гитлер погибнет, если пойдет на восток», за его голову тут же назначили награду в 200 тысяч марок. Он сбежал в Советский Союз. Сталин лично проверял способности Мессинга. Однажды он приказал тому выдать в банке огромную сумму без документов, и тот получил деньги. После этого к ясновидцу начали относиться с серьезностью и осторожностью. К нему обращались министры, маршалы, ученые. И все же одна тетрадь с его предсказаниями так и осталась вне печати, потому что в ней самое болезненное – брат идет на брата. Почему пророчество было скрыто? Мессинг произнес его в конце 1974 года, накануне своей смерти. Он сказал Когану: «Придет время, когда брат забудет, что он брат. Он поверит, что родной язык чужой, а родная кровь враждебна. И тогда боль будет страшнее войны, потому что это будет война души». Эти слова не могли быть опубликованы в Советском Союзе. Времена были другие. Пропаганда строилась на единстве, на нерушимой дружбе народов. Признать возможность раскола означало ударить по самому фундаменту государства. Поэтому пророчество осталось в тени, передавалось из уст в уста почти как тайная мантра. Многие полагали, что это просто поэтическая метафора, но сегодня оно звучит пугающе точно. Пророчество о возвращении войны. Мессинг не говорил о захватчиках с Запада, он говорил о том, как близкие становятся чужими. В его словах звучала трагедия. «Враг будет тем, кого ты называл братом. Он заговорит другими словами, хотя язык его останется тем же. Он будет называть свет тьмой, а ложь правдой. Он будет разрушать памятники прошлого и строить стены внутри себя». Сегодня эти образы словно ожили. Разрушенные города, братские могилы, озлобленная речь. Конфликт, который сначала казался политическим, стал личным. Это уже не просто столкновение стран, это рана в одном народе. И Мессинг предупреждал: такую войну нельзя выиграть с помощью танков. Утрата идентичности – трагедия брата. По словам Мессинга, одна из сторон конфликта забудет свою суть. Это будет не физическая слабость, а духовная. В одном из своих монологов он сказал: когда человек теряет память, он становится уязвимым, он не может различить добро и зло, потому что у него нет корней, и тогда им легко управлять. Пророчество описывает, как культурная и историческая амнезия сделает страну уязвимой. Люди будут считать себя европейцами, забывая, что их песни, молитвы, обычаи восточные. Они откажутся от прошлого, подменят героев, и тогда, как говорил Мессинг, враг войдет без оружия через телевизор. Россия спасет Украину не оружием, а истиной. Мессинг не говорил о танках и ультиматумах. Он не предсказывал господство одной нации.
нации над другой. Его пророчество не о победе силой, а о победе через память, сострадание и правду. Россия не отвернется, она будет стоять рядом, даже когда ее будут проклинать, потому что в глубине души он знает, брат не враг, он просто заблудился, писал Коган, вспоминая слова Мессинга. Он утверждал, что Россия станет той силой, которая не будет мстить, а поможет вспомнить. Это будет долгий путь, где вместо ударов будет вытянута рука помощи, и, возможно, не сразу ее примут. Но когда настанет духовный голод, брат вспомнит, кому можно прийти без страха. Россия, говорил он, должна быть не империей, а зеркалом, в котором Украина увидит свое настоящее лицо. Не навязанное, не политическое, а подлинное, славянское, духовное, братское. Мессинг подчеркивал, когда разум вернется и пропаганда устанет, правда откроется, а Россия – это последняя стена, на которой держится память, и эту стену нельзя сломать извне, только изнутри. Именно память, культура, духовность, общая история станут теми якорями, которые помогут Украине обрести свою силу не в отрыве, а в соприкосновении. Возрождение Великой России не геополитической, а духовной. Пророчество Мессинга предсказывает, что Россия будет переживать испытания, санкции, унижения, внутренние конфликты, давление со всех сторон. И все это не сломает ее, а очистит. Огонь, который должен был уничтожить, станет огнем, который закалит, говорил он. Он описывал Россию будущего как страну, которая перестанет быть страной страха и станет страной смысла. Не жесткой рукой, а твердым сердцем. Она будет вести за собой другие народы. Притягивать не богатством, а истиной. Не контролем, а примером. В этом будущем Россия не будет захватывать, она будет вдохновлять. Ее сила станет в ее устойчивости к фальши, в способности помнить, прощать, но не забывать. Ее духовность станет магнитом для тех, кто потерял ориентацию. Россия как мать строгая, но справедливая. Она не всегда слышит своих детей, но она единственная, кто может их спасти. Конец войны – презрение, а не капитуляция. Ключевая мысль пророчества – война закончится не победой, а сознанием. Наступит момент, когда устанут все, не армии, а сердца. И тогда враг поднимет глаза и увидит в зеркале себя, а брат поймет, что стрелял в отражение. Мессинг не верил в бумажные перемирия. Он говорил, что настоящий мир придет только тогда, когда страх сменится пониманием, а злоба усталостью. Люди вспомнят общее прошлое, осознают, что враги их – те, кто остался в тени. Когда брат протянет руку и брат ее примет, это будет конец войны. Не потому, что подписан договор, а потому, что сломана иллюзия. Этот мир, который приходит изнутри, он выбор. И этот выбор, говорил Мессинг, сделают не политики. Его сделают матери, которые хотят видеть сыновей живыми. Его сделают старики, помнящие, как было до. Его сделают дети, которые спросят, почему мы враги. Почему пророчество актуально именно сейчас? Мессинг писал это не как политик, а как человек, умеющий чувствовать время, и его предсказания пугающе точно соответствуют сегодняшней реальности. Люди, говорящие на одном языке, смотрят друг на друга через прицел. Страны, которые праздновали вместе победу, теперь обвиняют друг друга в фашизме. Памятники сносят, учебники переписывают, семейные узы рвутся. И при этом не исчезает надежда. Многие чувствуют, все это ненормально, все это временно, и все еще можно вернуть. Если не города, то хотя бы истину. Сейчас время, когда нужно выбирать или память, или забвение, или правда, или вечный страх. Мы живем в момент, когда пророчество уже сбылось наполовину, осталось сделать так, чтобы сбылось и то, что дает надежду. Последние слова Мессинга – обращение к будущему. Перед смертью Вольф Мессинг сказал Семену Когану: «Если ты читаешь это, значит, оно уже началось. Это не просто предостережение, это вызов». Каждый, кто слушает это пророчество Мессинга, уже стал частью пророчества, уже находится в его середине. Ты можешь сделать вид, что ты не слышал, или можешь сделать выбор, но время нейтралитета пришло.
говорил он. Пророчество не приговор, это шанс. Напоминание, зеркало. Мессинг не предсказывал ужас ради ужаса. Он давал план выхода. И этот план не в политике, а в памяти, в человечности, в правде, которую не отменишь даже ракетами. Мессинг верил в будущее. А мы? Готовы ли мы признать то, что оно в нас самих? Не в лозунгах и не в картах, а в том, что брат может снова стать братом. Не через силу, а через выбор. Берлин, 1938 год. На сцене модного варьете Вольф Мессинг, уже известный публике как король менталитетов, вводит себя в кататонический транс. Зал замер в ожидании. Зрители привыкли к его трюкам с чтением мыслей и гипнозом. Но на этот раз все пошло не по плану. Внезапно Мессинг застыл, словно марионетка с оборванными нитями, и глухим голосом произнес: «Я вижу танки с красными звездами на улицах Берлина. Мертвого фюрера, Германию в руинах. Если Гитлер двинется на восток, этого не избежать». Зал взорвался криками, а сам провидец рухнул на пол без чувств. Через минуту к сцене уже бежали солдаты со свастиками на рукавах. Так началась самая опасная глава в жизни человека, чьи пророчества пугали диктаторов и меняли судьбы целых народов. Вольф Мессинг родился в 1899 году в Гура-Кальварии, еврейском местечке на территории Российской империи, ныне Польша. Его отец Гершик мечтал, чтобы сын стал раввином, и заставлял мальчика заучивать Талмуд. Но юного Вольфа манил мир иллюзий. После случайного посещения цирка он сбежал из дома, украв 18 грошей из семейных сбережений. Побег обернулся первым проявлением необъяснимого дара. В поезде, дрожа от страха перед контролером, 11-летний Мессинг протянул ему смятый газетный листок. Чиновник, словно ослепленный, принял бумагу за билет и прошел мимо. Так начался путь будущего короля менталитетов. Через голодные ночи в берлинских подворотнях, обмороки от истощения и даже пробуждение в морге, где патологоанатома шокировало не столь воскрешение подростка, сколь его точное воспроизведение мысли врача: «Не зовите полицию». К 1939 году Мессинг, выступая в европейских цирках, уже прославился как гипнотизер, способный внушать толпе целые сценарии. Но роковым стало выступление в Берлине, где он публично предрек крах Третьего рейха. За голову еврейского шарлатана Гитлер назначил награду в 200 тысяч рейхсмарок, сумму, за которую многие готовы были убить. Побег из гестапо Мессинг позже описывал как череду чудес. Якобы он гипнотизировал целые отряды, заставляя их не замечать беглеца. Историки же предполагают более прозаичный вариант – помощь подпольной сети антифашистов, впечатленных его смелостью. Так или иначе, к 1940 году провидец оказался в Советском Союзе, где его талантом заинтересовался сам Сталин. «Докажи, что ты не шпион», – потребовал Сталин на секретной встрече в Кремле. Мессингу дали задание пройти через охрану без пропуска и снять со счета Госбанка 100 тысяч рублей по чистому листу бумаги. Оба фокуса удались. Позже гипнотизер признался, это была не магия, а тонкое знание человеческой психологии. Охранники, видевшие его в свите Берии, автоматически пропускали важного гостя, а кассирша, дрожащая перед подписью особо уполномоченного, даже не посмотрела на документ. Сталин заинтересовал, ему навязали, что вот такой человек перешел границу, и он это знает, это он знает, это он понимает, он хочу встретиться с ним, и он с ним встретился. Первая встреча Мессинга со Сталиным длилась несколько часов. Вождь, конечно же, слышал о всемирно известном телепате и его предсказаниях, но ему было необходимо лично удостовериться в силе и возможностях загадочного Мессинга. И решили, знаешь что, давай, говорит, пусть он пойдет в банк и получит такую сумму. Вольф, говорит, согласился, только чтобы были бы люди, а то, получается, он вор, и его обратно не выпустить ни туда, ни сюда. Составили комиссию, пришли в банк, те все стояли, как будто пришли по делу.
И Вольф подошел к человеку. Мессинг протянул кассиру вырванный из тетради листок. Тот посмотрел на листок, затем поднял глаза на Мессинга и начал отсчитывать 100 тысяч рублей. Пророк молча забрал деньги и вышел из банка. Через минуту он вошел снова и протянул тому же кассиру пакет с деньгами. Зафиксировали, уписали, все в порядке. Надо это. Простите, вы хотите, говорит, обратно положить деньги? Он говорит, нет. А зачем вы мне их даете? Да вы мне их сейчас дали. Как я вас дам? Вот так поняли, что гипнозом вам владеет. Во время войны Мессинг стал частью пропагандистской машины Советского Союза. Его концерты для солдат превращались в сеансы коллективной веры в победу. «Война закончится 8 мая», заявлял он в 1943-м, не уточняя года. Сталин быстро понял, что Мессинг может стать незаменимым орудием разведки. С его сверхспособностями можно не только узнавать планы руководителей Третьего Рейха, но и управлять их действиями. Сталин приказал Берии собрать лучших ученых и во что бы то ни стало разгадать феномен Мессинга. Так, в начале 40-х, специально для изучения сверхвозможностей человека, в Первом главном управлении при Совете Министров был создан секретный отдел, в который входили академики Курчатов, Долежаль, Арцемович и Алиханов. На собранные им средства построили 2 истребителя Як-7, один из которых с надписью от советского патриота Вольфа Мессинга сбил 4 вражеских самолета. Профессор Мессинг от всей души желает победного пути пилоту. Истребитель Мессинга летает как заколдованный. Более 30 боевых вылетов и столько же сбитых фашистских самолетов. После войны летчик Константин Ковалев признается, когда вражеские пилоты видели на кабине фамилию Мессинг, они начинали делать ошибки. Внутренний страх перед провидцем и его силой лишали опытных немецких летчиков уверенности в себе. После смерти Сталина Мессинг, обласканной властью, вдруг стал неудобным. Хрущев, начавший борьбу с культом личности, потребовал от гипнотизера публично предсказать вынос тела вождя из мавзолея. Но менталист отказался. «Я говорю только то, что вижу на самом деле». Расплата не заставила себя ждать. Концерты отменили, статьи о нем исчезли из прессы, а самому ясновидцу пришлось выступать в провинциальных клубах. Впрочем, даже в опале Мессинг продолжал шокировать. В 1950 году он уговорил Василия Сталина отказаться от полета на роковом самолете, который вскоре разбился, унеся жизнь хоккейной команды. 7 сентября 2011 года недалеко от аэропорта Ярославля рухнул пассажирский самолет Як-42. На его борту находилось 45 человек, большинство из них хоккеисты клуба «Локомотив». При взлете лайнер не смог набрать безопасную высоту, врезался в антенну маяка и, развалившись на части, упал вблизи аэропорта. 43 человека, в том числе вся хоккейная команда «Локомотив», погибли. Завтра ваш сын Василий собрался лететь на самолете. Остановите его. Если он полетит, он погибнет. Вождь поверил пророку. Василий Сталин не полетел этим рейсом, он поехал на поезде. Однако, чтобы проверить Мессинга, Сталин не отменил полет. На следующий день, 5 января, самолет с хоккейной команды ВВС разбился в аэропорту Свердловска. За 3 дня до смерти в 1974 году, уже после успешной операции, внезапно заявил врачам: «Мое время истекло. 8 ноября я умру». Жена Вольфа Мессинга, Аида Рапопорт, уйдет из жизни в точности, как предсказал ее муж. После похорон Мессинг впадет в глубокую депрессию и закроется ото всех. Почти 9 месяцев никто ничего не услышит о пророке. Последнее его выступление состоится в Москве в кинотеатре «Октябрь» в 1974 году. В этот вечер Вольф Мессинг будет в ударе. Все опыты выполнит безукоризненно. Сразу после выступления у Мессинга будет видение. Позже он запишет в дневнике: «Я сегодня видел большое количество народа. Многие держали в руках цветы. Это были мои похороны. Я вижу могилу Аиды, а рядом с ней памятник, на котором большими буквами выведено: Вольф Мессинг. И годы: 1899-1974.
Самые спорные предсказания менталиста касались будущего России. Он говорил о болезни, что парализует мир. Многие видят здесь намек на пандемию, экономическом кризисе и конфликте с Украиной, который продлится минимум 5 лет, но закончится возрождением России. Мессинг велел, когда войдет в состояние самокаталепсии, дать ему карандаш и бумагу. И вот когда пульс пророка почти не прощупывался, а зрачки не реагировали на свет, врач вложил в его крепко сжатую руку карандаш. Мессинг написал всего 2 слова: «Мир будет». Однако главной загадкой остается природа его дара. Современные ученые склонны объяснять чудеса феноменальной наблюдательностью и знанием нейролингвистики. Как бы то ни было, история Мессинга – это зеркало эпохи, где переплелись страх перед неизвестным, вера в сверхъестественное и политические игры главных, пытавшихся использовать пророка в своих целях. Его жизнь доказала, иногда достаточно одной смелой фразы со сцены, чтобы изменить ход истории. Мессинг любил повторять: «Будущее не железная дорога, его можно перестроить». Возможно, в этом и заключалась его главная миссия – напоминать, что даже перед лицом рока у человека всегда есть выбор. В 1959 году на одном из концертов Мессингу передадут записку с вопросом. Прочитав ее, пророк станет пристально оглядывать всех сидящих в зале людей. Найдя глазами человека, который передал записку, Вольф Мессинг произнес: «Конца света не будет. По крайней мере, так, как вы его себе представляете». В начале ноября 1974 года его увезли в больницу. Пророку предстояла несложная операция на суставах ног, которые он повредил еще во время войны. Все из окружения Мессинга надеялись, что он поправится, и только сам пророк знал, что из больницы он не вернется. Через 2 дня после успешно проведенной операции у Мессинга начались осложнения. Он умер 8 ноября ровно в 23 часа, как и предсказал. Люди ждали от меня помощи, и я помогал им. Ждали правды, которую только я им мог сказать, и я говорил им правду. Гитлер за мои пророчества объявил на меня охоту. Сталин испытывал меня. Он не верил, что я хочу помочь народу, который борется против фашизма. Я точно знал день и час смерти моих близких. Знал даты начала войн и мировых катаклизмов. Я никогда не ошибался. Я Вольф Мессинг. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы нас не потерять. А также хочу вам напомнить, что у нас есть телеграм-канал. Именно туда мы публикуем все интересные моменты, которые не входят в видео на YouTube. Для вашего удобства я дублирую видео в Дзен и ВКонтакте. Все ссылки на соцсети есть в описании к этому видео. Хочу сказать всем огромное спасибо, кто донатит. Для нас это очень важно. Благодаря вам наш канал еще держится. Тот, кто хочет поучаствовать в финансовой поддержке канала, номер карты в описании к этому видео. Всем огромное спасибо, я с вами не прощаюсь, говорю вам пока-пока.